Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня мы приготовим один из моих самых любимых тортов. Это Наполеон, но это будет такой ленивый рецепт, без возни с тестом, с коржами, и также будет такой простой, облегченный вариант заварного крема для Наполеона. Сначала приготовим крем. Берем 2 яйца, добавляю щепотку соли для баланса вкусов, высыпаю 130 граммов сахара и 30 граммов кукурузного крахмала, можно заменить на муку. Перемешаем, пока у нас крахмал и яйца с сахаром станут однородной массой. Хорошо проходимся в уголках, чтобы там не осталось сухого крахмала. Перемешиваем. Дальше вливаем сюда 500 мл теплого молока. Чем более теплое у нас молоко будет, тем меньше понадобится времени на то, чтобы заварить крем потом уже на плите. Ставим кастрюлю на умеренный огонь и теперь никуда не отходим. Перемешиваем сначала лопаткой, а когда масса начнет загустевать, то удобнее взять венчик. Вот так вот обязательно проходимся по дну, чтобы у нас ничего не пригорело и чтобы крем заваривался равномерно. Масса начала становиться гуще, начала завариваться. Я беру венчик и вот так вот интенсивно перемешиваю. Как только вы увидите, что началось кипение, даем прокипеть заварному крему где-то 1 минуту, чтобы крахмал заварился. Вот смотрите, первые бульки пошли, и теперь 1 минуту. Добавляю 15 граммов ванильного сахара и все перемешиваю. Смотрите, теперь нам нужно, чтобы заварной крем быстрее остыл. Можно поставить вот эту вот кастрюлю в миску с очень холодной водой или в раковину, закрыть ее, набрать туда холодной воды и поставить эту кастрюлю. Периодически можно перемешивать. Если вы готовите заварной крем заранее, то можно просто накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить при комнатной температуре до полного остывания, потом поставить в холодильник и продолжить приготовление заварного крема, когда вы там захотите. Или же можно сейчас переложить весь крем на какую-то посудину такую большую, неглубокую, чтобы была больше площадь крема, накрыть его пищевой пленкой в контакт, чтобы он не заветривался, и тоже дать ему остыть. Он очень быстро остынет в таких условиях. Я вот так вот поставила в очень холодную воду, буду периодически перемешивать, пока буду продолжать приготовление торта вместе с вами. Поверхность посыпаем мукой и берем 500 граммов слоеного бездрожжевого теста. В идеале, если вы сможете найти слоеное тесто, сделанное на сливочном масле. Нарезаем на тонкие полоски, а потом из них сделаем квадратики. Вот такие небольшие. Нарезаем на квадратики. Лучше всего, чтобы у вас тесто было слегка подмороженное. Тогда будет намного проще с ним работать. Ну и лучше, чтобы вы были более ровным. Что-то вообще криво пошло. Выкладываем на пергамент. У меня они получились не очень ровные, вообще разного размера. Но это не очень, совсем даже не важно. Потому что все будет потом перемешиваться вместе с кремом, поэтому форма не будет видна от слова совсем. Пока я выкладываю подушечки, вы же, пожалуйста, не забудьте поставить лайк этому видео и поделиться им с друзьями. Это очень действительно помогает развитию канала, особенно ваши репосты. И также от всей души хочу еще раз поблагодарить всех наших спонсоров. Спасибо вам большое за поддержку. Выпекаем подушечки при температуре 220 градусов ориентировочно 15 минут, но ориентируйтесь на свою духовку. Они должны хорошо подрасти и хорошенько зарумяниться и также просушиться внутри, чтобы потом тесто в Наполеоне не было резиновым. Я буду выпекать подушечки в 2 подхода. То тесто, которое у вас осталось, накройте полотенцем, чтобы оно не заветривалось. Крем остыл, добавляем сюда 250 граммов маскарпоне. Маскарпоне можно заменить на взбитые сливки. Также сливки должны быть жирностью 33% и выше.
Если вы будете использовать сливки, то их нужно хорошенько охладить и взбить предварительно, и потом смешать с этой заварной основой. Также сюда можно добавить сливочное масло, где-то 150 граммов. Если вы будете брать сливочное масло, то его нужно брать комнатной температуры. Обязательно, что оно было одинаковой температуры вместе с заварной основой. Сначала взбить сливочное масло до побеления, и потом постепенно по столовой ложке добавлять туда заварную основу, чтобы у вас получился однородный крем. Взбиваю крем до однородного состояния. Перекладываем часть подушечек на отдельную тарелку. Мы будем потом их использовать для того, чтобы украсить торт в таком характерном для Наполеона стиле. Где-то 1/4 часть. Диаметр формы можете брать где-то 20-22 сантиметра. Можно и больше, но торт будет ниже. Также можно квадратную форму. Пергамент я выстелила, чтобы потом было удобнее переставлять торт на блюдо. Перекладываем подушечки в крем. Чик-чик. Перемешаем, чтобы все хорошенько покрылось кремом. Можно делать порционные десерты, просто выкладывать в креманки и сверху посыпать тогда уже измельченными вот этими вот подушечками из слоеного теста. Тоже будет очень красивый десерт. Чтобы было удобно доставать торт из формы, я еще использовала ацетатную пленку. Ее можно заменить на пергамент, а можно в принципе вообще не использовать, и так все отлично отойдет. Просто так будет аккуратнее и немножко проще. Перекладываем все. Крема много. Я люблю, чтобы в Наполеоне было много крема. И вот так вот утрамбуем, чтобы там все у нас не было никаких пустот. Вот так вот делаем сначала, чтобы ровно было все снизу. Я так еще сделала, чтобы точно не было пустот внутри. И вот так вот выравниваем максимально поверхность. И все, в принципе, готово. Вот такой вот ленивый Наполеон. Но, конечно же, ему нужно настояться. Ставим его в холодильник на ночь или хотя бы часов на 6, чтобы у нас и подушечки из слоеного теста хорошо пропитались, и торт хорошо держал форму. Накрываем пленкой, чтобы не попали никакие лишние запахи из холодильника. И теперь ставим в холодильник. Если вы хотите приготовить такой, знаете, ленивый а-ля Наполеон очень-очень быстро, то можно вот эту вот массу, как я и говорила, выложить в креманки или отдельные формочки. Сверху вот так вот посыпать и сразу же подавать. У вас получится хрустящее слоеное тесто, вкусный заварной крем, отличный вариант такого ленивого десерта Наполеон. Когда торт застыл, приступим к его украшению. Нам нужно измельчить вот это вот оставшееся, хотела сказать печенье, но это подушечки из слоеного теста. Итак, очень хорошо их подсушила. Как видите, они прекрасно разламываются и очень хрустящие. Я добавлю немного сахарной пудры, чтобы эта крошка была все-таки не просто пресной, а такой слегка сладковатой. Так намного вкуснее получается. Перемешиваем. И сейчас будем украшать. Снимаем форму. И ацетатную пленку сейчас будем тоже снимать. Смотрите, торт прекрасно держит форму. В нем много крема. Если хотите, то можно использовать больше слоеного теста, где-то граммов 600. Если вы любите менее сочные Наполеоны, тогда можно использовать больше слоеного теста, но я люблю, когда крема много, поэтому именно этот вариант мне подходит идеально. И посыпаем сверху крошкой. Здесь все по классическому принципу. Мне так нравится больше всего Наполеон просто вот так вот, когда его посыпают крошкой. Дальше я никак не украшаю. Очень удобно наносить при помощи вот такого вот кондитерского шпателя на бока. Можно так немножко еще и придавливать. Теперь давайте отрежем кусочек. Как видите, торт хорошо пропитался и держит отлично форму. І сейчас будемо смакувати. Посмотрите, какой аппетитный кусочек. Возьмем кусочек. Посмотрите, здесь еще вам немножко покажу. И тесто видно. И видно, сколько здесь крема. И посмотрите, какие вот слои слоеного теста. Класс. А какой у меня кусочек. Ням-ням. Ну что ж, давайте попробуем эту вкуснятину.
Торт получился очень классным, особенно имея в виду, что он делается из покупного слоеного теста, то это вообще рецепт палочка-выручалочка. Обязательно попробуйте приготовить такой торт Наполеон. Если у вас нет сыра маскарпоне, то его можно заменить на взбитые сливки. Я так и хотела сделать, но потом в магазине не оказалось сливок 33% жирности, и я купила маскарпоне. Также вместо маскарпоне и сливок отлично подойдет сливочное масло, где-то 150 граммов. Но его мы сначала взбиваем до бела и потом постепенно добавляем в заварную основу. Торт получается просто супер. Обязательно хорошо просушите вот эти подушечки из слоеного теста, и будет вам счастье. Я же с вами прощаюсь, всем пока, до новых вкусных рецептов.